Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, август 2023 года. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я надеюсь, ваше шестое чувство, подсказки его и подсказки карт вместе, если сложить, определенно какой-то внутренний инсайт вы получите. Итак, давайте узнаем. Разделим месяц условно на 3 части. Это будет первая, вторая, третья декады. 3 карты. А после по основным сферам жизни раскроем каждую декаду. Итак, первая 10 дней. Вторая декада. Третья. И давайте мы первую сразу достанем. Дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам? И что в личной жизни? Итак, какова? Ох, перемены, мои дорогие. Старший аркан. Когда старший аркан, чего-то мы не избежим. Это есть что-то в пространстве. Меняется и будет оказывать влияние на вас. Сами обстоятельства вашей жизни или какая-то обстановка. Может быть, изменения в жизни людей, которые вас окружают. Может быть, и у людей близких тоже будет оказывать на вашу судьбу какое-то влияние. И здесь ведь нам карта сразу дает совет: отпускай все то, что уходит из твоей жизни или как будто заканчивается, потому что ты на это не влияешь, и у тебя должно хватить мужества встретить все то новое, что приходит в твою жизнь. Это есть какой-то новый опыт, который мы будем нарабатывать, в чем-то себя как будто сможем в последующем проявить. Но это, знаете, как будто жизнь, или если мы говорим вся жизнь игра, так вот эта игра по новым правилам. Но безусловно, какое-то вдохновение, желание самореализации по этой карте пройдет, а для кого-то переезд. И может быть, вполне вероятно, тут ведь есть определенная как будто неожиданность, понимаете? И если мы, предположим, собирались переехать куда-то и планировали в одно место, а здесь мы можем поменять направление. Или мы ожидали тоже, что осуществим переезд, но могли ставить себе временные рамки, а здесь что-то закрутится намного быстрее. Поэтому не отказывайтесь от тех возможностей, которые нам дает Вселенная. Будьте где-то открыты миру, но в то же время какой-то рационализм, логика, она должна присутствовать, потому что ведь колесница — это могут очень быстро развиваться какие-то события. Или может идти какой-то период, даже нам показаться, что словно, ну, все замерло. И в определенный момент, словно по какому-то волшебному щелчку, что-то начинает крутиться, и мы оказываемся в водовороте вихре каких-то событий, когда нам придется как и держать руку на пульсе, так и быстро принимать решения. Вот и так тоже может быть. Дела, работа, бизнес, какое-то решение или новость, известие. По тузу мечей мы, знаете, как какую-то, может быть, проблему можем решить. Или вот этот Гурдев узел разрубить, правда. Это то решение, которое не будет такое двояко. Это что-то однозначное. И тоже туз предполагает, что мы от чего-то откажемся. Откажемся, вот буквально, знаете, как не будет этой самой двойственности. А для кого-то из вас, если прежде была состояние стопора, точнее вы находились, или ситуация какого-то застоя, вот здесь что-то начинает, принимает какое-то движение, или как-то ситуации, обстоятельства тоже начинают меняться. Так или иначе у нас изображен голубь на этой карте, и какая-то весть будет способствовать нам самим, так и для нас может быть обстановка прояснится окончательно. Если мы до этого раздумывали или прикидывали так вот, может да, может нет, а вот здесь какое-то однозначное решение, это точно у вас будет. Или, знаете, если вы искали какое-то время выход словно из сложной ситуации, значит, опять же, будет ваше решение, какой-то, может быть, просто инсайт, если мы говорим, и это то, что вы сделаете однозначно. Деньги.
Пятерка жезлов, знаете, ну, про траты точно нет. И надо быть очень аккуратному, если нам что-то предлагают. Пятерка жезлов — информационный хаос, когда на нас пытаются воздействовать самые разные люди и, может быть, склонять к чему-то, уговаривать или втягивать в какой-то конфликт. Все-таки тут у нас как будто именно либо спор, либо соревнование. Нам не говорят, что есть какая-то драка, тут даже не понять. Но именно какое-то все-таки противостояние, оно может быть, или какая-то неразбериха. А надо сказать, что как раз Венера ретроградная в этот период, и поэтому, если мы говорим о тратах или вообще взаимодействии с денежной энергией, нужно быть очень дважды аккуратному, чтобы не потратить деньги на то, о чем впоследствии мы пожалеем. Ну и, наверное, надо быть внимательному с учетом вот этих двух карт, чтобы во что-то не вложиться. Нам могут предложить какой-то мутный, например, проект, и тут мы себя можем поставить под удар. Поэтому будьте внимательны. Что в личной жизни тоже какие-то перемены, сообщения. Восьмерка жезлов — это, опять же, какая-то информация. Может быть, это по части вашей личной жизни будет одна какая-то новость, но она будет затрагивать сразу как и сферу финансов, так и сферу, как, знаете, дела, работа, бизнес. Это может быть как документы или составление каких-то документов. Или иногда бывает так, что может быть, наследство для кого-то проиграется, или еще какие-то сведения издалека, и вам придется куда-то поехать, и вы не сможете это отложить. Может быть, сведения от далеких родственников. По восьмерке жезлов мы именно должны прореагировать на что-то и не отложить это на завтра, потому что как будто завтра будет поздно. Вот умелая работа с информацией, умело видеть, что есть по факту, и мои какие-то возможности. С одной стороны, мы отказаться не можем, потому что мы нарабатываем словно новый опыт. Обстановка может быть также для вас, но где-то непонятная. Есть еще какие-то сами по себе неясности. И тем не менее, вот то, что есть, нам с этим придется как-то работать, договариваться, взаимодействовать и строить какие-то планы на будущее все равно. Что-то для себя в какой-то тезис-план все равно вносить. Вот, видимо, эта обстановка, она не пройдет за вот эти 10 дней, а перейдет, скорее всего, во вторую декаду. Ну, для кого-то это будет означать, правда, может быть, по восьмерке жезлов, как предложение даже руки и сердца, потому что следует у нас десятка кубков, и это карта семейного счастья, и счастье вообще. Это полноценность, вот знаете, или сбалансированность всех наших сфер жизни в единое целое, когда мы собою довольны, когда мы где-то можем расслабиться, но, видимо, у каждого по-своему. Для кого-то это и достаток материальный, карта тоже обозначает, а для кого-то как раз вот родственники, которые, может быть, далекие родственники, вот та информация, о которой мы говорили. Мы все-таки все разные. И поэтому у каждого это будет проигрываться по-своему. Вот какая-то информация по части личной жизни. А у кого-то почему нет? Перемены буквально могут ворваться именно потому, что ваш статус личный меняется. Давайте развернем. Вторая декада. Как для вас, мои дорогие козероги, видят вторую декаду карты? Дела, работа, бизнес. Вокруг чего будут формироваться энергии, финансы. Вторая карта. И личная жизнь, дела, работа, бизнес. Но будьте аккуратны. Знаете, мы не должны повторить какой-то конфликт. Или мы не должны быть втянуты в какие-то мутные дела. Или нам могут какие-то вернуться, как из прошлого, вопросы. И по части ретроградной Венеры, правда, то, что нам казалось, мы решили, а тут выясняется, что нет. Последний какой-то аккорд мы не сыграли. Это, может быть, придется сделать в августе. Или с чем-то окончательно разобраться, чтобы поставить в чем-то точку. Могут и люди из прошлого к нам тоже возвращаться. Может быть, придется что-то оформлять де юре, и мы куда-то пойдем согласовывать. Но пятерка мечей не такая крупная карта. О чем она нам говорит? Сохраняй свои принципы, будь где-то в хорошем смысле воином в душе, чтобы не поддаться на какие-то эмоции. Как и те эмоции, которые будет, возможно, желание, знаете, как будто ответить,
Или если был конфликт, возобновить этот конфликт, кому-то что-то доказать. А вот нам карта говорит нет. Мы уже ни в чем не участвуем. Мы сделали выводы и идем дальше. То есть конфронтации нет на этой карте, обратите внимание. Нам показывают, что она была. Но теперь спокойно. Поэтому мы просто сохраняем все то, что мы имеем, и где-то собой не рискуем, мои дорогие. И вот мы победителями становимся. Шестерка Пентаклей — это всегда любая шестерка — это победа, а тут конкретно победа в каком-то вопросе, может быть, по поводу финансов, или какой-то вы тут, видимо, может быть, проект начинали и можете тоже получить деньги, или вы, может быть, выиграете, ну, знаете, как если вы, допустим, хотели менять работу, да, и подавали резюме, и вы были как в конкурсном каком-то отборе, может быть, на высокую должность или перспективную какую-то должность, которая сама по себе ну, предполагает изменение вашего финансового дохода. Вот если что-то подобное, может быть, какая-то другая ситуация, но сродни вот то, что я описала, вот вы выходите победителями. В любом случае деньги будут. С этой картой у нас сильная позиция, мои дорогие. А что в личной жизни, хотя нам сказали, ну, тут, правда, предложение руки и сердца, оформление каких-то отношений, которые прежде были дружбой, выход на новый уровень, взаимопонимание, но это когда мы де юре что-то хотим оформить. Может быть и венчание с учетом вот этих всех карт. Конечно, для кого-то из вас, если здесь нам говорят вопросы дома, и здесь нам тоже сказали, что, ну, какая-то история ваша личная с известием приходит, у кого-то может быть развод, может быть, завершается что-то, и тоже мы можем вот этот последний аккорд сыграть, как будто будет совершенно уже что-то прояснено, понятно, и останется только подписать, может быть, что-то. Верховный жрец часто обозначает как высокие инстанции, ну, где-то представителей законной власти, безусловно, и традиций. Поэтому, чего бы дело ни касалось, это старший аркан, мои дорогие козероги. Пусть это на личную жизнь выпадает. У кого-то, правда, вот как я перечислила, проиграется так. Но для кого-то из вас это именно ваша личность. Это может быть не про любовь, а с позиции ваших каких-то честолюбивых планов, когда мы можем изменить статус благодаря тому, что должность меняем. Вот здесь тоже какие-то перспективы, которыми вы в любом случае остаетесь довольными. Очень важна середина месяца, период. И ваша карта выпадает на конец, завершение августа, когда вы собой остаетесь довольны. Когда я все контролирую, в принципе, мне как раз удалось осуществить какой-то план. Я уже точно не рискую ни своим положением, ни своим статусом, ни своими деньгами, но надеюсь сам на себя. Но я думаю, что как раз ваш знак чаще всего на самих себя и надеется. И поэтому, наверное, и получается что-то. Вы настроены как на какую-то работу, собственную деятельность, так где-то и понимаете, что обстановка вокруг не будет стабильной. И где-то нам приходится взаимодействовать с миром, с людьми, или как-то просчитывать, может быть, свои дальнейшие ходы. Но сама по себе, даже если меня девочки смотрят по королю Пентаклей, конечно, у кого-то может проиграться, что это ваш мужчина. И, может быть, он тоже рожден, как и вы, под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или Асцендент, а может, по Луне. Он вот где-то проигрываются вот эти энергии. Вполне вероятно. Или просто человек надежный. Но, значит, тогда он играет какую-то роль в последней декаде августа. Давайте достанем тоже 3 карты. Дела, работа, бизнес, деньги, любовь. Итак, дела. Знаете, какая-то многозадачность будет. И вот по королю Пентакли, да, мы сказали, что он умеет все просчитать. И вот вам придется с чем-то определяться. По 7 кубков, с одной стороны, нам сказали, есть в чем-то уже победа. И неизбежно, если мы про нумерологию, за числом 6 идет число 7. Вся активность у нас идет словно в 6 стадий. Шестая почему и считается как победоносная. А следующая, 7-я, это пауза, когда мы должны сделать своего рода перезагрузку и определиться с планами на будущее. Вот
приблизительно это значение показывает нам карта семерка кубков. Но есть еще и значение иллюзорного успеха. Поэтому мы должны быть честны сами с собой и, наверное, на одну чашу весов положить, что я хотел бы осуществить, и есть какие-то реальности. Вот это на вторую чашу. И вот так продуманно взвесить. Вот как вы сами, ваши энергии. Финансы. Вот карта хитрости. Посмотрите, лиса у нас изображена. Хотя человек забирает семерку мечей, а человек 5 мечей забирает, 2 он оставляет и говорит: не мое, мне не нужно. Знаете, не упустить чего-то важного, что касается лично вас. И вам выпадает на деньги, поэтому, ну, могут и люди как-то манипулировать. В каком плане? Не все предложения будут реально теми, которым можно доверять. Здесь мы не должны в чем-то скорее просчитаться, а вот сноровка и хитрость нам тут скорее поможет. Словно люди могут быть где-то в таких же энергиях, так и обстановка вокруг вас может сложиться в конце августа такова, что обстоятельства, нам ведь сказали, что все меняется, и может быть вполне по семерке мечей, знаете, как какой-то фейковый период, ведь тут у нас с ретроградной Венерой может проиграться такой момент опасности потратить деньги, ну, совсем не на то дело, куда следует. Или купить, приобрести что-то, которое нам не пригодится, или в последующем мы разочаруемся. Вот будьте аккуратны с тратами. Ну, где-то 2 пишем, а 3 еще и в уме держим. И предельно внимательны к своему окружению, наверное, тоже к системам расчета. Вполне вероятно, что могут быть какие-то сбои, и не переходим по непонятным ссылкам. Одним словом, финансы бережем. И где-то вот энергии короля мечей, они для нас будут наиболее перспективны. Ведь король мечей – это тот, который обладает здравым интеллектом, то есть он умеет видеть вещи по факту, вообще без эмоций. И у вас-то, в принципе, карта иллюзорного успеха нам и говорит: исключи все эмоции, чтобы не искажать картину мира для себя. Так и с деньгами нужно быть внимательному. И вот как раз исключая эмоции, мы видим хладнокровно какую-то ситуацию, и значит мы в целом просчитаем что-то так, как нам нужно. И вот то, что я сейчас сказала, может проиграться в любой сфере вашей жизни. Но здесь именно больше финансы, дела, работа, бизнес, какие-то свои достижения. Хотя для кого-то из вас это может означать поход к врачам, например, проходить обследование, может быть, к стоматологу, может быть, к юристу, потому что узкие специалисты, они тоже проходят по королю мечей. Может быть, это и ваш партнер тоже. Ну, здесь, наверное, по-разному. А то и какие-то высокие чиновники, когда мы идем подписывать, оформлять какие-то документы. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.